Всех рад приветствовать на своем канале. И на стол к нам сегодня залетел набор LEGO Star Wars 75-337 артикул. Наборчик по Войнам Клонов. Достаточно старый, 22 года. Вот, но купил я его, получается, в прошлом году, 24-м, где-то летом. По стоимости что-то он вышел мне в районе 13 тысяч рублей, где-то на желтом маркетплейсе. Вот, сейчас Лего выставила рекомендованную розничную цену, вроде в районе 139 долларов. В целом на других площадках, маркетплейсах можно найти наборчик в районе 14-15 тысяч рублей. На Авито в БУ состоянии около 12, что-то такое. Вот, ну, в целом скриншоты я сейчас приложу на момент записи видео. Собственно, такие цены будут актуальны у этого набора. Плюс к тому же есть информация, что его скоро снимут с производства. Вот, поэтому цена на него будет еще выше. Вот, на задней стороне коробки у нас изображены различные функции. Все по классике. Сверху логотипы, естественно, Диснея. Вот. Фигурка командира Коуди. Приложение Lego Apps. Вот. Снизу есть различные предупреждения. Ну, плюс этикетка на русском для продажи на маркетплейсе. Вот. Сбоку изображена, получается, кабина данного шагохода. В наборе имеется 8 мини-фигурок, плюс одна фигурка дроида-паука. Вот. Набор достаточно большой. Количество деталей 1082 штуки. Вот. Я еще его, естественно, не распаковывал, поэтому сделаем это прямо в этом видео. Предлагаю посмотреть немножко на коробку. Она выполнена в таких черно-желтых оттенках. Очень симпатично. По Войнам Клонов, естественно, тоже такая похожая стилистика. Цены на фигурки на данный момент я тоже озвучу, плюс приложу скриншоты. Несмотря на то, что Бриклинк уже ушел из России, есть еще один сторонний сайт, на котором как раз можно посмотреть цены на минифигурки. Ну, естественно, можно попробовать найти их там на том же Авито в продаже. Вот если вдруг кому-то нужен чисто командир Коуди. Хотя, наверное, за почти уже 3 года те, кто хотели его получить, они уже его получили. Вот, ну давайте распакую прямо при вас. Пломбочка раз. Пломбочка 2. Открываем. По наполненности все забито. Практически. Ну вот, получается, 1/5, наверное, коробки остается в свободном пространстве. Так, коробку пока отставлю. Собственно, содержимое коробки на вашем столе. Инструкция в бумажном буклете. Ну, там и наклейки, скорее всего, будут. В наборе, получается, идет 10 пакетиков с деталями. Ну, всего 6 шагов. За 6 шагов собирается огромный шагоход. Давайте теперь распакуем с вами инструкцию. Одна большая толстая инструкция с таким вот дизайном, без всякого фона. Положу ее сюда. Ну и листик с наклейками. К счастью, их тут немного. Ну, не знаю, как вы, но лично я в целом люблю клеить наклейки. Не так, чтобы прям я бы клеил их там сотнями на набор, но они не доставляют мне дискомфорта при наклеивании. Даже можно получить какое-то удовольствие от их наклеивания. К тому же они добавляют все-таки набору какой-то вид. Понятное дело, что Лего экономит таким способом на принтах, на деталях. Ну, это уже миллион раз обсуждалось у других обзорщиков. Ну и само собой, что от наклеек они вряд ли куда-то уйдут. Вот, скорее их будет становиться все больше и больше. Инструкция. Ровная, не помятая за счет буклета, в котором она была вложена. Ну, на первой странице, естественно, реклама их приложения, что можно собрать
этот набор по приложению с 3D проекциями. Вот, я хочу, кстати, тоже его как-нибудь попробовать. Возможно, в каком-нибудь из видео в следующем я поделюсь данным опытом сборки по такой инструкции. Вот, ну, пока что будем собирать по классическому, по бумажной инструкции. Разбиение на этапы, что собирается в каждом пакетике. Получается, на 4-м этапе у нас уже шагоход получит себе ноги. Вот, ну и дальше функции разделителя деталей. Очень крутая штука. Очень удобная, очень полезная. Знаю, что многие пробуют ими еще клеить наклейки. Но я что-то как-то разок попробовал и получилось не очень. Вот пальцы уже как-то привыкли к их наклеиванию. И в целом мне разделитель деталей толком-то и не нужен. Вот. Ну и пошла сборка. Сразу на первом этапе собирается 3 дроида и дроид-паук. Получается, по ходу нас сопровождает Коуди. Инструкция содержит в себе 205 страниц. На последних идут функции. Вот такой большой лист разворот с функциями. Опять демонстрация набора. Вот. Ну и наборы того года, 22-го, получается. Вот у меня в то время я особо «Звездные войны» не собирал. Парочку наборов, конечно, у меня есть по тем годам. Ну, вот этот наборчик я вот тоже приобретал в прошлом году. Вот, ну, вот это тоже есть. В целом, очень крутые наборы вышли тогда, особенно вот дроид. Вот, ну и вот этот из-за фигурок, достаточно интересных, тоже хороший набор. Ну, тут плюс Кэт Бэйн, разворот с деталями, которые есть в этом наборе. Вот, ну и сзади рекламка, что можно выиграть какой-то лего набор. Ну, я думаю, в России это уже не актуально. Хотя вот удивительно, что здесь надо будет сравнить с инструкциями новыми, что здесь полностью на русском написано. Если там сейчас на наборах 24-25 года вот эта вот плашечка сзади на инструкциях. Вот, крайне интересно посмотреть. Вот, ну, так как Лего ушло из России официально, теперь еще и Бриклинк ушел из России очень вовремя, спустя 3 года практически с момента известных событий. Вот, ну, здесь можно отсканировать на инструкции QR-код и, собственно, скачать приложение с 3D инструкцией вот этого набора. В целом можно приступать к сборке. Я буду поэтапно показывать какие-то интересные моменты, которые я буду находить в процессе сборки. Ну и, естественно, по шагам тоже показывать вам, как оно собирается. В конце обязательно проведем сравнение. Какое-никакое. Пусть у меня там часть фигурок нету, но как минимум мы можем сравнить вот этот шагоход, который у нас должен получиться, с той версии, с которого его как раз Лего и придумывали. Этот дизайн разрабатывали. Посмотрим, как он выглядел в мультиках, в том же сериале «Войны клонов». На первом этапе сборки собирается дроид-паук и обычные дроиды. 3 мини-фигурки дроидов, которые уже сколько лет в Лего «Звездные войны» не меняются. Давайте распакуем пакетик. Пакет, естественно, еще старого образца, не бумажный, но бумажные пакетики я тоже уже достал. Вот, достаточно интересный опыт, новый. Лего все равно продолжает выпускать некоторые наборы с пластиковыми пакетами, но бывает, что в наборе лежат бумажные пакеты, а внутри бумажных лежат маленькие пакетики с, собственно, уже из пластика. Вот, давайте высыпаю. Вот такое количество деталей у нас на первом шаге, достаточно скромно. Вот из интересных, конечно же, такая деталька, тоже достаточно старая. Вот, разделитель деталей. Сюда бластер затесался. Вот. Ну и множество деталей для дроидов. Вот тоже уже сколько лет вот эти торсики не меняются. Тем не менее, все равно дроиды выглядят очень хорошо. Даже спустя столько вот лет, как они впервые выпустили вот эти молды деталей. Вот. Жалко, что давно не было дроидов-командиров с различными
раскрасками, или те же дроиды с Кашиика. Сейчас соберем, получается, цельную армию из дроидов. Армия из 3 дроидов. Это, конечно, забавно, но знаю, что есть большое количество фанатов Лего Звездные войны, которые собирают себе прям огромные армии. Я к числу таких фанатов не отношусь, вот, но у меня все равно есть какое-то количество и дроидов, и клонов, но не в количестве там сотни штук, как у других ребят. Вот такая крутая деталь головы. Такая вот небольшая армия из 3 дроидов, которых джедай может порубить там за считанные минуты или даже секунды. Так вот один раз своим мечом пройтись, и все. Ну, их пачками гасили в фильмах, в мультсериале «Войны клонов». Вот, и даже сейчас в новых киноадаптациях по «Звездным войнам» можно встретить там на фоне, в каком-нибудь складе, в каком-нибудь амбаре каких-нибудь старых вот дроидов. Допустим, в последнем сериале Skeleton Crew, опорная команда, как у нас перевели, вот там тоже засветился вроде как вот такой дроид, то ли боевой дроид, вот, но в любом случае величие той эпохи все-таки отражается на нынешних произведениях Диснея, как бы это грустно не звучало. Так, вот в этот шарик вставляется вот эта деталь, вот так вот под бочком, наклоном небольшим, и в эту деталь вставляется такой вот пин техник. Так, и теперь он вставляется вот сюда сбоку, и у нас получается вот такое вот шаровое крепление. Мне очень нравится вот эта вот идея, как-то реализована с деталями Лего. Вот очень приятно смотреть на такие вот интересные элементы. Пусть детали тоже достаточно старые. Деталь вот такой вот шпаги вставляется вот сюда и получается имитирует антенну. Вот, сейчас будем собирать пушку. Вот такой дроид-паук у нас получается в сравнении с масштабом фигурки дроида. Вот такой вот. Ну, не сказать, что супер интересная у него сборка, но интересная техника с использованием торсов тех же дроидов, только в другом цвете, для вот этих вот ножек. Вот, ну, в качестве дополнения к набору достаточно приятная вещь. Пушка двигается вместе с визором. Ну, визоры можно регулировать отдельно. Вот так. Ну и антенну тоже можно направлять. Вот ножки сгибаются. Вот так. Ну, более детально на этом роботе мы уже останавливаться не будем, так как соберем большой шагоход и просто будем уже смотреть на функции самого шагохода. Пакетик достаточно большой по содержимому, ну и деталей тоже достаточно много. Маленькие пакетики тоже распакую. Уже вижу замечательную фигурку Коуди. По сути, ради нее этот набор я и покупал. Ну и как бы сама постройка тоже крутая, но я вот хочу собрать полную коллекцию клонов командиров. Вот сейчас соберем ее и посмотрим. Вот этот элемент, точно не вспомню, как он называется. Не забрал, а как... В общем, напишите в комментариях, если знаете, как эта штука называется у клонов. Вот, ну, я еще, конечно, сам потом посмотрю, как этот элемент называется. Давайте сделаем нашего Коуди. Соберем его. Прекрасные принты. Вообще шикарные. Одно выражение лица. Вот, ну, шлем.
Вообще шикарный, великолепный. Вот. Ну и давайте дадим ему в руки его бластер, которым он мог бы застрелить Оби-Вана после приказа 66. Ставим его сюда, пусть стоит. Ну и посмотрим на какие-то детали интересные. Такие детали рамок в количестве 4 штук в данном пакете. Больше каких-то интересных деталей я не вижу. Такая деталь есть. Ну, пожалуй, может, такая еще деталь интересная. Ну и давайте все это дело соберем и посмотрим, что получится по итогу первого шага. Не сказать, что интересный момент сборки, но вот эти вот детальки вкреплять, вставлять в эти рамки крайне тяжело. Может быть, конечно, это просто нужна ловкость пальцев, но получается нужно ее вдеть и вот так вот зафиксировать. В целом пока что по сборке похоже на сборку машин из, по-моему, линейки Ideas. Точно не скажу. Но вот Porsche 911 и Chevrolet Camaro, Ford Mustang вот выходили в крупных таких версиях автомобилей из Lego. Вот кто собирал, возможно, напомнит вот этот процесс сборки. Там, правда, рамки были чуть-чуть покрупнее в тех машинах. Вот. Но вот сам факт, что напомнило, я поделился с вами. Собрали, значит, мы вот этот кусок, прикрепили снизу вот эти пластины плоские. И по инструкции нам сейчас предлагается собрать симметричную вот эту вот часть. Если говорить про интересную сборку, то, наверное, она может заключаться именно в том, что, ну, по крайней мере, лично для меня, мне так кажется, что когда Lego удачно совмещает использование систем деталек с использованием техник деталек и, естественно, техник креплений с переходом на систем. За счет этого, пожалуй, и создается достаточно интересная, увлекательная сборка. Как вы видите, в этой конструкции добавился красный кубик, как раз таки для быстрого и простого понимания, в какой части тебе стоит вести работу над конструкцией. Вот сейчас вставляем сюда вот эту вот детальку. Так вот. В целом, что могу сказать по итогам второго пакетика. Сборка действительно очень интересная, даже увлекла. Хочется узнать, что же будет дальше, как мы дальше продолжим эту конструкцию. Да, не обошлось без моментов с повторяющимися элементами к построению, вот, но при этом все детали были достаточно крупные, ну, за исключением вот парочку мелких. Вот снизу на конструкции как раз нашли место себе вот эти желтые пины. Также добавилось сюда помещение с посадочными местами для клонов, плюс была наклеена наклейка, какой-то вот такой вот пульт управления, скорее всего, с наведением пушки, судя по прицелу. Так детально показываю вам, для того, чтобы сразу было видно поэтапно, как что наслаивается в этой сборке, и чтобы потом не разглядывать какие-то мелкие элементы уже в собранной конструкции. Вот эти вот козырьки и антенны тоже в огромном количестве. Что с ними делать, понятия не имею. Вот можем попробовать, кстати, вместо козырька прицепить антенну. Как он будет смотреться с ней? Ну, пожалуй, с козырьком все-таки получше. Мне эти антенны в целом особо не нравятся. Раскрываем и наслаждаемся детальками. Так как здесь теперь гораздо больше цветов, в отличие от прошлого этапа. Теперь у нас добавился такой оттенок бордовый, красный, скорее не красный, да, наверное, бордовый. Вот. Люблю этот цвет, очень красивый, приятный, особенно на технике с крупными деталями.
Деталей достаточно много. Есть такие вот интересные детали. По-моему, раньше я таких не встречал. По крайней мере, точно с такой вот крышечкой сверху точно не видел. Соединяются они так. Нет. Так, тоже нет. Ну, посмотрим, как они будут применяться в конструкции. Здесь их 4 штуки. Видимо, опять будет симметричная сборка. Повторение нескольких подсборок по несколько раз, по 4 раза. Такие детали используются часто для сборки двигателей в техник наборах. Такие рамки, такая деталь, лестницы, пару стекол. Вроде бы даже не поцарапанные, хотя может быть немножко все-таки в каких-то местах. Да, вот, надеюсь, видно. Где-то вот какие-то небольшие потертости все-таки есть, но глубоких царапин я не заметил. Зубчатая рейка. В ход пошли вот эти детали для сборки двигателей в техник. Вот, и такая конструкция получается вот этой вот частью. Вот таким образом. Да, вот именно так. И дальше у нас цепляются сразу же вот эти стены. Ставятся они вот сюда. Так. Да, сборка, пожалуй, очень интересная. Что-то новое, свежее. Ну, по крайней мере, для меня. Такой шагоход я еще точно не собирал. Начала обрисовываться кабина. Здесь как раз вот эти детали, в которые можно будет вставлять кабину. Плюс вот этот штырек добавился. Вот, и теперь нам нужно укрепить с помощью вот этой вот балки, укрепить верхнюю и нижнюю часть. Здесь снизу прицепился вот такой элемент. Мы вставляем сюда и соединяем вот таким образом. Открываем 4-е пакетики и сейчас посмотрим на какие-нибудь интересные детали, если они есть в этом этапе. Так, опять вот эти детали, видимо, будем цеплять пушки уже. Много достаточно деталей техник, несколько шестеренок, парочка таких осей с фиксатором. Такая конструкция ноги получается. Используется вот здесь вот шестеренка в качестве декоративного элемента. Вот. И в целом достаточно простая конструкция. Я думал, она будет как-то более массивнее выглядеть. Но посмотрим еще на другие ноги. Сейчас будем цеплять ее к корпусу. Вот этот штырек закрывается вот этим элементом. Плюс за счет вот этих элементов ноги кажутся немножечко массивнее и скрываются за вот этими щитками как раз вот эти техник элементы. Остается прицепить последнюю ногу. Крепятся они достаточно тяжело, потому что проходит ось через несколько разных элементов техник. Вот мы и подошли к концу 4-го этапа. Что могу сказать? Этап был достаточно скучный по сборке. Несмотря на то, что было большое количество крупных деталей, все-таки, когда ты раз за разом собираешь одинаково симметричные части конструкции, то немножечко вот как-то утомляешься и не получаешь особого удовольствия. Вот. Тем не менее,
Под конец сборки все-таки появились пушки с достаточно интересной конструкцией. Здесь появились такие вот крепления фонарей. Вот, и сейчас нужно их прикрепить, получается, на вот этот штырек и закрепить на вот этом пине. Вставляем, получается, в этот штырек и вот так вот фиксируем. Теперь вот эта часть конструкции слегка люфтит, но при этом остается неподвижной вверх. Пошли первые проблемы. Естественно, отваливающиеся пушки. С обратной стороны точно так же крепим на вот этот пин, так вот под наклоном, и тем самым образуем вот такую вот башню с большим количеством пушек. Вижу уже мини-фигурку. Удивительно, что они положили отдельно просто третью мини-фигурку такого же клона. Абсолютно такой же. Только отличается оружие. Лицо не отличается. Шлем тоже точно такой же. И можно будет приступить к сборке. Перед этим отмечу, что много таких деталей. Из них, видимо, будем собирать ноги и какие-то декоративные элементы. Достаточно много красных элементов, которые, видимо, скроются в процессе сборки. Пятый этап был достаточно большой. Вы видели размеры пакетиков. В процессе сборки появилось 4 пластины, которые как раз сейчас можно установить на шагоход, на вот эти вот крепления. Давайте прям тут и сделаю. Крепятся они вот этой системой на обычный техник пин. Здесь под этой пластиной как раз таки есть вот эти прозрачные красные элементы. Вот. Крепим вот так. Еще хочу сказать, что тут вот такая система сгиба. Вот. И просто фиксируем здесь. Вот этот элемент фиксируем сюда. Плюс в салоне были добавлены некоторые декоративные элементы, различные вооружения. Все это рассмотрим уже в конце видео. А пока что посмотрим на то, как цепляются пластинки. Так. И вот так. Теперь можно согнуть их и вот так вот выставить, чтобы придать соответствующую форму шагоходу. Итак, на нашем столе 6-й заключительный этап. 2 пакетика, один большой, один поменьше. Открываем. И у нас здесь будет заключительная фигурка пилота AT-TE, шагохода нашего. Отдельное удовольствие открывать пакетики. Отдельное удовольствие от сборки набора и того результата, который получается. Такие детали крупные для придания формы. Будут прицеплены еще одни пушки в задней части. И, собственно, сама фигурка. Отличная фигурка. И более детально рассмотрим ее уже совсем скоро. И пару слов о наклейках и о большом удовольствии клеить их на вот эту область под наклоном. Причем наклейка достаточно крупная. Что поделать, придется клеить. Давайте наклею прямо при вас. Как-то так. И с обратной стороны.
Да. Не идеально, но пойдет. Сдалека уж точно смотрится хорошо. По итогам сборки у нас получается вот такой набор. Шагоход ATTE. Как вы видите, он достаточно большой. Внутрь я уже посадил мини-фигурок. Теперь давайте рассмотрим функции этого набора. Начнем с самых таких незначительных. Это вращающиеся пушки. Естественно, они будут отламываться, поэтому при вращении будьте крайне осторожны. В наборе в целом есть элементы, которые достаточно хрупкие. Ну, среди них это, естественно, пушки. Крайне проблематично их повращать, потому что держатся они вот только буквально на одном пине. Нужно как-то очень осторожно это делать, а лучше вообще этого не делать и оставить их в таком положении. Вот если оставлять в таком положении, то набор не теряет от этого вид. Может быть, только если есть желание поиграть с ним, захочется понаправлять как-то эти пушки. Но стоит знать, что это нужно делать крайне осторожно и аккуратно, потому что элементы отваливают. Следующая функция, которую хочется рассмотреть, это вращение вот этой центральной пушки. Плюс пару позиций можно выбрать вниз, ну и вверх. Смотрится это, конечно, крайне странно. Вот, ну, как есть. Вращается вся эта пушка на трещотке. На этой пушке также есть шутеры, которые стреляют одним пином. Стреляют они нормально. Вот. Плюс улетело. Ну, ладно. Плюс есть запасные вот эти элементы. В количестве, там, наверное, 3-4 штук. Так что, если потеряли, ничего страшного. Здесь есть место для стрелка. За счет вот этих бортиков, которые тут создаются, мини-фигурка сидит. Пусть немножко и дребезжит вот так вот при повороте пушки, но она, можно сказать, зафиксирована, пусть и не супер надежно. Перевернуть набор и она упадет, ну, естественно, это возможно. Следующая функция, которую покажу вам, функция с открывающейся кабиной. Достается она достаточно просто. Ранее в обзоре я показывал вот эту подсборку более детально, как она работает. Вот. Ну, можно посадить туда пилота. Из подвижных элементов, естественно, есть всякие пластины, ноги. И самый главный, наверное, подвижный элемент — это ручка. Если мы возьмем ее вот так, то будет такой вот перевес вперед. Вот. Но если же брать набор таким образом, то получается нижняя часть ладони фиксирует его в ровном положении. И можно вот так вот спокойно его передвигать. Вот очень крутая функция. Плюс очень круто смотрится в этот момент вот эти вот болтающиеся ноги. И прикольно, что когда ты ставишь, они вот так вот раздвигаются. В общем, какой-то вот крутой момент в этом всем действительно есть. Всякие вот такие болтающиеся, вращающиеся элементы тоже тут есть в конструкции. Но они не такие критичные. Скорее, наоборот, добавляют какой-то играбельности, динамики самой вот этой постройки, показывая, что это действительно машина, сделанная там из металла, которая имеет в себе какие-то механизмы. Дальше функция открывания различных боковых панелей. Начнем вот с этой. Открывается она вот так. И здесь есть положение, в котором она крутится так, вперед-назад. И, собственно, два щелчка, и панелька закрывается. Ровно так же это реализовано и со всеми остальными панелями. Это позволяет вам попасть вовнутрь кабины шагохода. Так, здесь отвалилась у меня деталь, потому что здесь создано крепление на основе
вот этих трещоточных держателей и таких обычных клипс. Этот элемент вот так опускается, двигается он в нескольких положениях, ну, точнее в одном положении, как бы вперед, назад, вверх, вниз, точнее. Вот. И когда вы соединяете, то есть изначально она держится у вас вот в таком положении, когда отсоединяете, можете ее сделать вот так. И смотреться она будет достаточно хорошо. Верхняя часть вот этой крышечки тоже работает на трещотке. Тут максимальное положение, в которое можно открыть. И тут мы переходим к салону. В салоне у нас есть места, естественно, для клонов. Есть такая вот кружечка, приятный декоративный элемент, чтобы клоны могли в процессе боя залезть обратно в шагоход и испить кружечку чая со своими напарниками. Также есть такой элемент с возможностью прикрепить сюда оружие, бластеры ваших клонов. Крепятся они вот на вот эти вот элементы. В целом можно ставить куда захочется. Можно хоть сюда, хоть сюда. Вот в передней части тоже будут подобные конструкции, которые вы тоже можете передвигать между собой. В теории вы можете поставить бластер даже вот сюда. Вот давайте сейчас так и сделаю. Коуди, иди сюда. Вот. И можно зафиксировать бластер прямо в этом пине. Плюс внутри мы видим достаточно много этих красных прозрачных элементов, что добавляет какого-то разнообразия именно вот в самой конструкции. Как будто вот внутри салона действительно что-то есть. Ну, качество проработки салона обсуждать, наверное, не стоит. Все-таки набор больше игровой, нежели декоративный. Отвалилась пушка. В целом, что могли, то сделали. Вот эти вот элементы от ног торчат здесь. Достаточно много открытых вот этих штырьков осталось. Ну, на мой взгляд, салон выглядит достаточно хорошо. И давайте посмотрим еще вот в эту часть. Здесь своеобразный туннель, как будто бы должен быть переход туда. Вот, но его, естественно, нету по той причине, что там находится конструкция ручки. Вот опять отвалилась пушка. Задевает штатив. Вот. Ну, повторюсь, мне в целом исполнение салона нравится. Вот, ну, общий вердикт по набору я тоже скажу. Переходим к салону спереди. Убираю отсюда мини-фигурку стрелка и просто вот эту часть открываю вот так вверх. Здесь аналогичным образом. Ну и давайте рассмотрим салон. Вот так это выглядит в раскрытом состоянии. Я таки не понял, почему они не скрыли вот этот элемент. Вроде бы он важен, но важен чисто для вот этой конструкции. Вот, ну, как бы, не знаю. Такой яркий красный элемент они обычно скрывают под другими блоками. Казалось бы, что доступ туда крайне проблематичен. Вот, но вот эта часть легко снимается. И сюда можно усадить клонов. Вот, плюс есть гаечный ключ. Можно починить шагоход в любой момент. Также здесь есть ящик с такими гранатами, которые можно при желании снять и выдать в руку клону, чтобы тот кидал их. Следующий элемент — это у нас вот такой ящичек. Это вот как раз те элементы, про которые я говорил, что их можно переставлять как из передней части, так и из задней между собой, в зависимости от того, где вам удобнее было бы к ним получить доступ. Ящик открывается, внутри у нас по инструкции должен лежать только бинокль. Вот, ну я положил еще туда бластер, такой вот маленький для стрелка. Вот, ящик закрываем и ставим обратно на место. Давайте еще раз посмотрим на салон. Вот этот элемент я устанавливаю. Он там никак не фиксируется. Просто слегка болтается. Вот, но не критично. Вот этот вот проход, якобы в заднюю часть шагохода. Вот, ну, опять же, вот эти красные декоративные элементы. В целом, наполнение внутреннее всего шагохода крайне крутое. Особенно если усадить сюда всех клонов, это будет выглядеть действительно здорово. Хоть и
закрыв панелями, ты этого и не увидишь. Но в процессе игры это будет великолепно. Снизу шагоход выглядит таким образом. Ну, всю конструкцию вы видели в процессе видео просмотра. И давайте немножко о сравнении. Сейчас на экране, по идее, должна появиться картинка с референсом данного набора по воинам клонов. Здесь, как вы видите, есть вот эти вот фонари. На картинке они тоже есть. Многие сначала подумал, почему они такие дырявые, но действительно в конструкции предусмотрено, что вот здесь имеются отверстия. Плюс круто, что хоть этой наклейки перенесли вот этот элемент с тем, что металл был подвержен стрельбе. Вот. Тоже здесь такая вмятинка. Задняя часть шагохода выглядит таким образом. Возможно, вот эту часть стоило бы немножко изменить. По пропорциям действительно похоже на то, что есть на изображении. Кабина пилота тоже похожа. Может быть, только в масштабе минифигурки шагоход приобретает совершенно другой вид. То есть в масштабе минифигурки, на мой взгляд, он получился идеальным. Может быть, только стоит его действительно сделать чуть-чуть больше. И давайте посмотрим на великолепные фигурки этого набора. Ну и решим, почему они великолепные. Не забыл про один элемент. Но не у шагохода, а у дроида-паука. В масштабе, конечно, очень странно видеть сопротивление шагохода и дроида-паука. Но, с другой стороны, это классика для лего наборов, когда против чего-то гигантского борется там чуть ли не одна минифигурка. Вот, ну, что с этим сделать? Да ничего, смириться, радоваться, покупать при необходимости нужного противника, нужного размера. Вот, если вдруг хотите играть в эти наборы. Дроид-паук, мы его уже в целом детально рассматривали. Вот, двигается у него вот эта шапочка с антенкой, двигается пушка, красные вот эти вот глаза, линзы тоже двигаются. Снизу вот этот элемент декоративный, прозрачный. Вот. В масштабе к дроидам в целом он выглядит похоже. Вот сейчас вблизи это все и рассмотрим. Первые 4, можно сказать, минифигурки. 3 из них это самые обычные дроиды с бластерами. Ну и дроид-паук. Можем видеть, что в масштабе они в целом совпадают по картинке. Вот. Но сами по себе дроиды между собой, к сожалению, ничем не отличаются. Были бы у них хотя бы какие-нибудь принты на той же голове, опознавательные знаки, кто что, вот, то было бы гораздо круче. Но об этом я уже говорил ранее. Первые 2 клона, они абсолютно одинаковые, просто для одного я снял шлем, чтобы было видно, какое у них выражение лица. Третий точно такой же, только я поставлю его рядом с Коуди, чтобы было наглядно видно, какие принты на теле у них отличаются. Вот. Принты на ногах есть, принтов на руках, естественно, нету. Сзади шлем не пропринтован, голова односторонняя, черные руки в качестве перчаток. Вот. И в целом фигурки достаточно хорошие, принты у них действительно качественные. Минифигурка Коуди в сравнении с обычным клоном. Видим сразу отличие на ногах, на шлеме. Плюс со спины тоже видно, что у Коуди, скорее всего, ранец есть какой-то. У обычного клона обычные элементы, плюс тут тоже есть отличия. Ну, естественно, принт, точнее цвет рук тоже отличается. И ноги также имеют различные принты. Пояс тоже разного цвета. Шлем смотрим отдельно. Видим, что у Коуди есть опознавательные знаки на шлеме. Сзади и сбоку ничем не отличаются. Ровно такое же литье пластика. Выражение лиц отличаются. Вот это более
злое, плюс какая-то вот рана у него, либо морщинка какая-то лишняя. Также видим, что есть значок командира на броне. Ну и в целом пояс отличается, в отличие от стандартного клона 212-го батальона. Можете посмотреть сейчас на коуде в сравнении с оригиналом из фильмов или мультсериала. Ну и клон Стрелок, Ганнер, как написано на коробке. Тоже абсолютно другие принты. Со спины видно, что у него есть как будто бы кобура для чего-то. Ремешок такой. Вот. Плюс у него отличается бластер. И, естественно, отличается передняя часть принтов и принт на шлеме. Один из самых крутых шлемов в этом наборе. Мне он больше нравится даже, чем у Коуди, за счет вот этих различных царапин на самом шлеме, на краске. Ну, лицо ничем не отличается от другого штурмовика. Прошу прощения, клона. Общий контур в целом всей брони повторяется между собой, но какие-то элементы все-таки отличаются. Вот, допустим, вот это, видимо, либо кобура, либо все-таки нагрудная пластина. В целом очень крутая фигурка. Ну и давайте посмотрим цены на них. Сколько они сейчас стоят. Цены вы видите сейчас на своем экране. Плюс вы можете спокойно сами посчитать стоимость набора и стоимость каждой фигурки по отдельности. Плюс напоминаю, что этот набор, скорее всего, идет с продажи, с производства, вернее, в 2025 году. То есть в этом уже, либо вот уже ушел в конце 2024 года. Общий прайс каждой мини-фигурки тоже вы видите сейчас на своем экране. На данный момент моя коллекция командиров включает в себя 4 персонажей. Получается Рекс из Микрофайтера, Фокс, если не ошибаюсь, так его зовут, из республиканского ганшипа, Файвс из высадки на Тантив, приуроченной к юбилейному году Звездных войн, к 25-летию. Ну и, собственно, сам Коуди выполняет этот отряд. Плюс, вроде по информации, в 2025 году выйдет еще один набор с каким-то командиром. Вот, и я надеюсь, тоже заполучу его в свою коллекцию. Если помните, в начале видео я говорил про инструкцию и что тут вот можно было раньше, даже в России, поучаствовать в конкурсе, выиграть какой-то наборчик. Вот здесь на русском полностью написано. Вот инструкция, естественно, 22 года. Вот, а если взять инструкцию поновее, это наборчик высадка на Тантив, вот, то сзади здесь мы уже не видим русского языка. Вот, соответственно, выиграть что-то в России уже не представляется возможным.